Привет-привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Надя, и в этот жаркий летний день я отправилась в огромнейший магазин, который называется Donna Flora. Это Гандер Центр. Это современный центр по продаже всевозможной флористики. Но меня здесь больше будет интересовать именно отдел сопутки. Что такое сопутка? Есть такое понятие, то есть это декор, который сопутствует продажи всевозможных зеленых растений, и цветущих, и нет. Почему меня заинтересовало именно это место? Во-первых, оно очень большое. Здесь настолько огромный выбор, можно потеряться, но благодаря профессиональному персоналу, который обслуживает этот центр, вы быстренько найдете все, что вам нужно. Тем не менее, я поняла более-менее, как вообще устроены вот такие вот огромные центры по продаже флористики. И отдел декора. Мне очень нравится декор, да, потому что именно декор имеет большое значение, и именно декор может рассказать о вас как личности и о вашем доме, конечно же. Значит, какая вот здесь схема? Во-первых, первое, что вы видите, это декор сезонный, то есть декор, который изменяется из сезона в сезон. Сейчас у нас море, сейчас у нас жарко, лето, и очень много здесь будет морской тематики, или же тематики зеленого сада цветущего, да. Как всегда, в таких магазинах есть парфюмерия для дома. Здесь представлена марка Berger, французская марка. И все разбито по цветовой гамме. Места здесь предостаточно. Что мне здесь понравилось, это то, что цены написаны настолько все это ясно и понятно, что мне даже не нужно повторять. Все, пожалуйста, перед вашими ясными глазками, да. Смотрите, очень, конечно, выбор, я повторюсь, огромный. На первом плане у нас идет морская тематика, это вся эта морская атрибутика. Здесь мы увидим и ракушки, и якори, и всякие, вот видите, домики. Соответственно, цветовая гамма будет от зеленого до бирюзового, голубого. Видите, как они все это оформляют. И потом мы с вами пройдемся по цветовой гамме. Да, там будет и ягодная такая цветовая гамма. Здесь у нас морская, видите, да, ракушки, это настоящие ракушки. Люди сейчас отдыхают. Смотрите, какой симпатяга. И, например, обеды сейчас переносятся на террасы, на какие-то вот террасы открытые, на террасы квартирные, на террасы, там, где есть частные дома, виллы. И, естественно, эти террасы украшают, декорируют, чтобы было приятнее проводить время. Здесь у нас, видите, какой красивый вот такой вот лимонно-желтый такой вот оттенок идет, да, и смотрите, какой они фон сделали, правда? Вот, конечно, очень-очень красиво. Чашечки. Ну, чашки это керамические чашки, я увидела, это китайские, почти с чем-то там они были, но симпатичные все равно, очень красиво смотрелись. И опять же здесь, видите, и бумага специальная, вот, и клеющая, да, и скатерть, здесь просто вот наклеивается на стол, приклеится. И очень много растений искусственных. И они сделали вот такой вот ветерочек, который создавал эффект живых растений, чтобы был вот такой вот эффект, что перед вами растение живое. Но на самом деле все эти растения в отделе декора это все искусственные цветы, но и попадались очень много засушенные цветы, композиции засушенных цветов. Было очень-очень красиво. Видите, какие композиции? Вот 24,80 это стоит. Вазы. Почему много ваз? Ну, во-первых, знаете, вот бывает так, ты покупаешь какую-нибудь композицию в подарок, и ты не знаешь, есть ли у человека соответствующая ваза. Вот для этого существует здесь разноплановые вазы со всевозможным декором и дизайном, которые бы смогли подойти вашей композиции, которую вы составили, и вы, представляете, подарите подарок, букет и плюс подходящая к нему ваза. Или же, если композиция из искусственных цветов, то я считаю, что там просто необходима ваза. Смотрите, какие
осветительные приборы интересные, да, очень интересные. Здесь вот подставка под книг у нас. Я первый раз такую вижу, 62,50. Первый раз такая такса, которая там что-то задумала сделать. Эта обезьянка, я не знаю, почему у меня такая очень миленькая. Вот глаз один закрыт был, как-то вот подняла мне настроение. Эти бокалы служат, и, конечно же, как подсвечники, можно положить свечи. Да, здесь я увидела очень много стекла, которые как бы казались, что это фужер или бокал, на самом деле это стекло для всевозможных свеч. Стекло толстое, вы знаете, что если вы положите, допустим, свечу какой-нибудь тонкое стекло, да, оно у нас просто лопнет. Поэтому лучше покупать вот в специальных таких отделах декора такие всякие предметы. Этот, конечно, магазин помимо такого огромного отдела сопутки имеет еще и цветущие растения, и комнатные растения, и огромный отдел декоративные растения, которые растут в саду. И смотрите, вот здесь, видите, это композиция, которую предлагают они, и, конечно же, можно купить вот такой вот, это называется лантерна, переводится как фонарь, да, но на самом же деле это чисто декор, потому что я как-то не очень представляю себе там свечу. Можно, конечно, и поставить свечу, но вот эта основа деревянная меня как-то вот немножко смущает. Здесь вазочки, очень приятный такой зеленый цвет, очень летний, очень вкусный. Попадаются совсем такие ягодные оттенки, но очень-очень вкусные. Там вот был отдел, мне он понравился особенно. Вот этот мне отдел понравился в этой такой очень вкусной гамме, правда, ягодной и совсем-совсем летней. Сразу же как бы ты попадаешь на такую вот уютную терраску, да, где вот это вот растение, это искусственное, но оно достаточно симпатичное и очень-очень милое. Я бы даже себе такое поставила. Вы знаете, вот веточку одну, смотрите, здесь вазы в форме клубнички, гномики, которые подтягивают клубничный коктейль, всевозможные, да, смотрите, какая ваза в форме клубники. Ну, интересно. И скатерть, пластиковая скатерть, которая тоже воспроизводит декор вот такой вот ягодно-клубничный, да, летний. Много было в этом отделе интересного. И вот там в зеркале я делала зарядку благодаря вам, чтобы подснять все, что находилось на нижних полках. В общем, полок было множество, места было предостаточно. Это отдел, это такие были они модные 3-4 года назад, это копилки, бельгийский бренд, который имел большой успех, ну, достаточно симпатичный, если нужно сделать подарок, допустим, особенно деткам, да, или же вообще вот симпатичный бренд. И по ценовая политика, учитывая качество и вот такой вот яркий принт, да, яркий декор, смотрите, какая прелесть. Ну, очень-очень классно. То достаточно симпатично. Я видела очень часто этот бренд в итальянских домах. Попадаются такие копилочки, особенно в детских комнатах. Они очень украшают и очень веселые, поднимают настроение, да. Такие вот такса, смотрите, какая. В Италии есть такое понятие, как поличеверде. Это говорят о тех людях, которые имеют такую страсть к озеленению своих участков, разводят всевозможную флористику, цветочки. Но я полностью согласна, и я считаю, что зелень и цветы очень радуют глаз и придают даже какому-нибудь совсем простому, какой-то простой обстановке, придает уют, придает вот такую вот умиротворенность, правильно?
И смотрите, этот отдел вот с фонтанчиком, где здесь Будда, всякие растения японские, бонзай там был, да, денежное дерево я там увидела. Такой вот на релаксе такой отдел, видите, там деревянная стена была, ну очень, конечно, молодцы, они подбирают декор просто супер. Здесь роботы для скашивания травы мы увидели. Эта модель, одна из моделей, я вижу в итальянских садах очень часто. А этот цветочек мы выбрали. Он называется Пентас. Мне очень-очень понравился. Египетская звезда. Очень красивый. И на этом я с вами прощаюсь. С вами была Надя. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!